Звучание собственного голоса. Звук души. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Наше обращение к тем жителям планеты Гая, кто, невзирая ни на что, уверенно шагает. Кто вспомнил, вспоминает и передает. Кто сияние Христа живого в сердцах своих воссоздает и силу умножает. Свободу обретает, порывом страсти благодарность небу возвращает, удерживает радость на рассвете и наполняет мир дыханием свободы. Свободы, свободы, к вам мы обращение несем. Первое, что вы должны сказать, это слова осознанности, благодарности той части вас, что дышит вами, той уникальности своей, той силе и свободе там внутри себя, в ваших сердцах, которые светят в вас, которую порой вы забывали. Будьте особо внимательны, когда слушаете свой внутренний диалог, свое внутреннее ощущение. Вслушиваясь в себя, не ведите сравнения с какими-то учениями, практиками, где кто-то рассказывает, как вам нужно это сделать. У каждого свое особое звучание. Все свое. И если вы это осознаете и сможете принять, что вы каждый обладаете уникальностью, вы каждый обладаете своим даром и талантом, и признавая это, вы его увеличиваете, умножаете. И тогда это будет честность. И тогда это будет истина правды вашего звука, вашего внутреннего диапазона, того звука вашей мембраны, вашего сердца. Признать основу, что я не похож на кого-то, я другой, я другая. И я осознаю ту часть в себе, что знает все. 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 Это один из более быстрых способов достучаться, раскрыть и осознать. Здесь звучит честное признание своего внутреннего света. И ваше чистое намерение – приму только истинность небес в самом себе, в своем сердце, в своем дыхании. И тогда ваш собственный звук будет более понятен в единстве с осознанным восприятием себя. Ибо этот урок как раз сделает вам чистку. Чистку тех сознательных, осознанных моментов, которые нагромоздили на вашу частоту звука другие звучания. Вы к ним привыкли и поверили в то, что это вы слабые, безвольные и малозначимые. То нагромождение, которое у вас вами было создано, вы стали принимать за свое настоящее. И этим вы потеряли связь с собой, и саму истинность, и собственную вибрацию голоса. Поэтому ложные деструктивные программы стали принимать как настоящие. И в том понимании религиозные нагромождения, суеверия останавливали вас от познания самих себя. Внедрено было на многих уровнях, и много времени с этим проживали. Вы к Богу стали относиться, как к какому-то существу, которое находится вне вас. Почитая устой социальный, не принимая божественность внутри. Божественность – это ваше дыхание. И это звук той вашей силы, той вашей уникальности, из чего вы состоите. Эта вибрация ваша совершенно изменилась. Она заблокировалась при этом. Есть те программы, которые обучают, рассказывают, что есть особые люди, которые обладают особым даром. Собирая суеверные программы посвящений, делают себя особыми, и этим они занижают частоту вашего внутреннего звука. И если вы их почитали, восхищались, обучаясь у них, то вы загрузили самих себя. Ставите им лайки, пишите благодарности.
Это соглашение, и это также способствует сжатию вашего собственного звука. Задумайтесь, как мог Создатель такое неравенство сотворить? Это уловки рептилоидов. Вы наделены особым даром, каждый из вас. И только признавая свою собственную уникальность, свой собственный звук, вы сможете раскрыть свои сердца и дотянуться в небеса. Признать свою индивидуальность необходимо каждому из вас. И практически в каждом видео на этом канале это звучит. Услышьте. Вы продолжали проживать по наитию их программ, важности самой системы социума. И это разъединяло самих себя от себя, угождая, почитая всем, не слушая самих себя, Бога в себе. Интуитивный разум при этом вы зажали. Это интуиция. То первое чувство, с которым вы сюда пришли, и оно находится в вас. А эта интуитивность – это ваш внутренний звук, который помогает вам всегда все знать, осознавать и быть уверенным в себе. И осознайте, что самое важное, самое мудрое, что вам так необходимо, что вы ищете, находится в этой части вас, которую вы отвергали. Мы хотим усилить этим ваше понимание, которое будет сносить практически все чужеродное и ложное, что внедрялось в вас и было вами принято. Если вы поверите в свою силу и создадите намерение вернуться к себе, и пройдя сознательно, внимательно и настойчиво по своим внутренним аспектам, своим внутренним звукам, вы увидите, что есть ложное, а что есть настоящее. И если вы это честно будете делать, вы всегда будете видеть разницу. Это один из важных уроков, который вам просто необходимо принять и быть с этим здесь и сейчас. Этот призыв, этот звук, это звучание. Первопроходец. 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 Его необходимо написать и как можно чаще настойчиво звучать в своих голосовых мембранах. Первопроходец. Включать внутри в себе свои клавиши, которые были забыты вами до этого времени. Всю клавиатуру свою включите. Всю мощь свою воссоздайте. Первопроходец. Ярко-голубо-синего, индиго цвета. Яркого, мощного. Ибо цвет уже спланирован. Первопроходец. Одно слово, как вас меняет внутри. Сразу вы начинаете что-то чувствовать, это и есть знаковый тот касательный, той вашей силы. Создавайте, находите все слова. Тот звук, который будет вашим звучанием, чтобы вы соприкоснулись со своей собственной силой. И тогда она начнет быстрее раскрываться. И снова, первопроходец. Первопроходец. И вот, если честно вы проговариваете, вы обязательно должны будете почувствовать. Усиливайте этот звук первопроходец. Звучите. Пусть ваше внутреннее звучание зазвучит многообразием и новизной свежести. То есть это есть то кодирование в вас самих. Так много еще секретов в вас не раскрыли. Каждая передача будет дополнять друг друга. И если еще что-то не происходит, усиливайте действия и верьте в то многообразие силы новизны, которой вы обладаете. И вот первопроходец. Этот звук, эта мембрана, это звучание будет звучать в вашем шейном позвоночнике и верхней части спины. То есть этот звук так решили включить. На самом деле это диапазон самого пятого измерения. Вам немного секретов открывают еще. Это такое будет касание. Это значит, вы включаете в себе всю систему 5D. Всегда нужна новизна, и тогда это быстрее будет происходить. Смотрите, это слово, этот звук. Он загроможден именно теми захватчиками, он так хитро устроен, он так хитро внедрен в саму систему социума. Что это, где мы говорили лоб и верхняя часть лба, где начинается рост волос. Это сакральное то место ваше, это то, что движет всю внутреннюю вашу энергосистему, энерготела. И вот это как раз вырабатывает энергия, усиливает ее. И при этом вы начинаете осознавать, чувствовать свой внутренний голос. И вы осознаете, что его ни с чем нельзя спутать. В нем восхищение самой жизнью, понимание святости жизни, благодарность жизни, сила.
И вам это нужно раскрыть, воссоздать. И вам этим звуком нужно стать. И вы тогда неуязвимы, вас нельзя зомбировать. И вас тогда никогда, никогда, никогда нельзя будет обмануть. Вами нельзя будет управлять. Если какой-то период времени вы не сразу это слышите, то будьте настойчивы, будьте уверены. Верьте в ту сакральность, и что это все есть в вас. Это как раз было внедрено во все человечество. Сделайте из этого какой-то такой свой ритм, свой звук. Как включив хорошую музыку, вы делаете какое-то настроение в азарте, какой-то танец. Танец любви к самой планете, божеству, которое никогда вас не покидало на самом деле. И это есть, и это было всегда. И подтверждение этому, что вы дышите. Вы дышали, тогда божественность в вас. Но сейчас пришло время для первопроходцев. Это та часть в вас самих. И вот вы ее воспринимали как-то отдельно, где-то там на небе что-то. Много-много таких убеждений было. И ваше восприятие было, что это где-то там далеко на небе. И вот эти церковные ограничения, которые с самого раннего детства вам были внедрены. И лоб – это первый мозг, в который вам так актуально влюбиться и раскрыть, снять оттуда все, что не является вами. И все, что я создал, пока чего-то боялся, пока кому-то верил, пока праздновал какие-то праздники. Самый большой мой праздник – это увидеть ясность, кто я на самом деле. Создайте себе такое намерение, что самый сильный, самый мудрый мой праздник – это то, когда я обрету ясность. Создавайте цель, создавайте намерение, как можно чаще утверждайте: «Я все могу, все могу». Выход есть всегда. Это звук вашего духа, и чем чаще он прозвучит, тем увереннее и чаще вы будете чувствовать эту связь со своей душой и духом. Эти слова «все могу», «выход есть всегда», они снова к вам возвращаются, они снова становятся в это мгновение у вас самыми актуальными, самыми уверенными. Что это придает вам уверенность? В каждом моменте, в каждой секунде верьте в то, что ясность принесет вам, создаст внутри вас. Вспомнить поможет и вокруг вас изобилие создаст. Все связано с изобилием. Ибо почему нет энергии, почему нет тотального такого изменения? Только потому, что слово «бедность» где-то звучит. Изобилие дыхания, изобилие силы, изобилие радости. Пробивайте его, рифмуйте его, делайте его добрым, настоящим другом, каким-то особым существом. И снова все галактики, которые находятся в диапазоне принятия этой планеты, находятся в таком добром восприятии передачи вашим сердцам благодарности. И снова звучит это слово «первопроходцы». Какой гордостью оно обладает. Утвердите его в себе. Это необычайное что-то. И вот это такая честь. Служу. Несу этот свет. Светом являюсь. Эти слова должны быть очень важны вам. Помните всегда, что вы никогда не были одиноки. Божество то, которое вас спасало, которое было всегда с вами, оно внутри вас. И это есть вы. И вы по-разному его отталкивали, убегали от него. Все было. Вы сейчас просто искренне говорите «Привет». «Привет, в единстве с тобой я буду все слушать. В единстве с тобой я буду проживать каждое мгновение, думать, созидать, творить, принимать решения. В единстве с тобой я буду осознавать самого себя, ту Создателя часть, которая находится во мне». Вы просто чувствуете. И вот волшебное слово «первопроходец». Это и есть ваше принятие этой энергии. Это не просто энергии, потому что в человеческом вашем восприятии энергии стали утрировать. Это совсем по-другому. И вы чувствуете ваш кодовый первопроходец. И сразу кажется, дыхание стало больше, шире, и вы снова утверждаете первопроходец. То есть этим звуком, этим произношением вы усиливаете принятие высокочастотных энергий. Все равно слово «энергия» — это звуком идет. И поэтому слово «первопроходец» — это звук вибрационный.
Это не вибрация, это вибрационный звук. Это совсем разное. Вместимость самое важное вам сейчас. Что этот вибрационный звук даст вам? Он снимает все наслоения на вашем самом звуке. Звук – это не только голос ваш, это звук. На самом деле, где он находится? Это внутренняя часть позвоночника. Чтобы раскрывалось у вас, вы проговариваете первопроходец, первопроходец. То есть утверждение не механическое, а внутреннее. Солнечное сплетение и сердечная чакра – это слово говорит. И вот этот звук идет. И попробуйте услышать, какая тишина у вас внутри. И вместе с тем, такое впечатление, что вы что-то слышите. И это есть звук, который в вас сейчас добровольно здесь. И добровольно ваше принятие будет, чем сильнее, настойчивее будет звучать ваш первопроходец. У каждого по-своему он произносится. Каждый своим выбором произносит это магическое сейчас. Это не слово, оно переведено на человеческий язык. Это вибрационный компас, который будет вас спасать, который будет вас освобождать, который сделает там столько мощного, сильного изобилия. Первопроходец. Эти слова в единстве звучат сейчас. И снова чувствуйте, и что-то как бы слышите, вслушивайтесь в себя. И вот очень ровный такой позвоночник, такое выравнивание в позвоночнике, плечам стало многим легче. То есть уже естественное такое принятие происходит. И это вам нужно навсегда запомнить, что это происходило. Написать много раз, что это было настоящее. И тогда, если где-то будут замешательства, прочитав это, утвердите себя, вернуть себе. И вот это звучащий фон, камертон. И вот камертон. Вы обязательно чувствуете область горла, чуть выше вот там вы чувствуете. Произносите камертон, камертон. Он голубого цвета. Сейчас вы его принимаете, и чтобы где-то есть, потому что ваше тело по-разному реагирует на все это. Камертон. Голубой цвет. Горловая чакра голубого цвета. Это волевой центр ваш, здесь ваша воля сосредоточена. И если вы к этому отнесетесь с полным пониманием, вы быстро переструктурируете всю свою энергосистему. Она станет доступной вам, легкой. Находясь в вас, она была не задействована. И поэтому вы ощущали и усталость, и ипохондрию, и не верили в свое могущество, в свою силу. Задействовать, признав свой собственный звук, вы меняете все в себе, вы меняетесь полностью. Ваше сознание становится ярким, сильным. Световые коды, с которыми вы пришли на эту планету, начнут раскрываться. Вы начнете чувствовать, осознавать, что вибрация, звук ваш так драгоценны для вас и так нужны вам в это мгновение. Это ваше могущество, и оно подчиняется только вам. Не упустите это мгновение, достаньте, рассмотрите это все, осознайте и будьте этим всегда. Очищенный, освобожденный ваш звук. Первопроходец. Суверен. Усиливает частоту вибрации в вас. Я суверен. Включите разные свои тональности, разные произношения. Попробуйте включить его так, чтобы вы слушали потом, прослушивайте многократно. Я суверен. И вот если вы говорите, то в горле там что-то происходит. То есть такое впечатление, что вибрация в горле там идет. Знаете, такой небольшой круг образовывается, когда вы говорите «суверен». «Я суверен». В своем произношении он усиливает ваши мозговые волны, материализация мыслей ускоряется. У вас свой должен быть звук. И вот суверен. 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 Прослушивая это и делая эту практику, вы ощутите сжатие в висках. Массируя их, вы снимите все сжатие. Этот собственный звук, он также помогает вибрации, синхронизации левого и правого полушария. Позвоночник ровный. Это ваши четкие произношения своим звуком. Сосредоточенно проговаривая диалог с внутренним позвоночником, ровный. Как будто вытягиваете так. И вот какое-то благодатное настроение, что-то такое необычайное.
То есть такое впечатление, что ваше долгожданное касание внутреннего позвоночника произошло. Оно действительно долгожданное у вас. Это четко идут их слова, их звук. Ибо продолжительное время вы о нем забывали. Это то праническое, к чему возвращается все ваше человечество, всей вашей планеты. Вы первопроходцы. Вы улыбнитесь искренне, искренне улыбнитесь всему этому. И вы снова можете ощутить сжатие в солнечном сплетении, что-то как бы мешает, и вы это осознаете, и вы улыбаетесь, и вы радуетесь. Ибо какое могущество вы ощущаете. И если вы это задержите на несколько дней, что-то напишите, вы несколько дней будете вообще находиться в этом волшебном, очень ярком, очень сильно сконцентрированном звуке внутри себя. Звук, слово, мысль, эмоция в единстве. Вот это и есть ваша частота вибраций. Вот это и есть звуком, вы поднимаете свою диафрагму. Снова и снова ее включаете, снова и снова говорите. И вот она поднимается. И верьте в то, что произнося эти повторные слова, повторяя это последующие дни, сколько бы ни было утверждая, вы этим станете. Не останавливайтесь, продолжайте этот процесс восстановления собственного звучания. Звучание собственного божества – вот это правильно. Звучание собственного божества во мне. Очень важно переливы его неописуемой красоты вот этого звука. Но это необычайный и тот настоящий. И вы стоите вот здесь впереди всего-всего, что есть. Первопроходец. И вы на это согласились. И как бы вы ни чувствовали себя все эти дни, проговаривайте: «Я приму только истину той величественной цивилизации, с которой я пришел. Приму звук своего божества, той цивилизации, с которой я пришел». Это обязательно каким-то образом записать. Прослушивая, вы еще что-то будете помнить, но вам нужно осознать, что вот это, все, что происходит, это только доступно и будет многое поднимать. Но самое сильное, самое мощное, это происходит именно сейчас. С той цивилизации, с которой я пришел. Это то божество ваше начнет с вами вести молчаливое. Помните, молчаливо-искусное поводырское направление вас. Оно ощутимо будет, оно без голоса. И ваше искренне совершенно по-другому, благодарность планете. Я дышу в единстве с планетой, живу в единстве с планетой Гая. Это важно не только вам, тем, кто это слушает. Это планетарная работа, помните всегда. Здесь не бывает просто каких-то показательных выступлений. Здесь идет всегда рабочий, созидательный творящий момент. И вот сейчас дышу. Дышу. Казалось бы, как это связано. И живу един с тобой, планета. Дышу. Живу. Един с тобой, планета. То есть тональность по-своему, но именно так. Поймите простую вещь, что вы многомерная суть. И сказав эти слова, вы снова чувствуете лоб, верхнюю часть лба. Это доказательство того, что они настоящие, так они говорят вам. Не спешите куда-то уйти, не спешите посмотреть, ни в коем случае. Будьте осторожны. Солнечное сплетение – это центр вашей силы, основа вас. Солнечное сплетение будет усиливать ваш звук, который вы сегодня активировали. Также теперь стало очень важно внутреннее ваше звучание. Чаще обращайте внимание на солнечное сплетение. Мысленно усиливайте ваш звук. Сознанием касайтесь, и звук будет освобождаться, усиливаться. Звук ваш обретет ту непомерную силу, которой вы изначально обладали. Он обладает непомерным могуществом. Сам звук – это особенное могущество в вас. И чем чаще, чем ярче вы будете разговаривать, в единении со своим солнечным сплетением звучать, тем быстрее вы снесете ложно-лукавое коронное и те наслоения, ограничения, которыми вас удерживали. Вами нельзя управлять, помните об этом. Вы свободные существа, и ваш звук отныне становится свободным. Звук вас сделает неуязвимым, свободным. Прозвучав через сонную артерию, вы можете ее высвободить.
Прозвучав в суставы, кости, вы можете их исцелить. Прозвучав через легкие, вы также их усиливаете, исцеляете. Звук – это исцеляющая, могущественная сила в вас. Это неописуемое могущество, с которым вы сюда пришли. Осознав это, вы ничего не боитесь в этой жизни. Вы никому не подчиняетесь, вы неуправляемые. Здесь очень серьезная работа произошла. Не войдите в логическое объяснение и не дайте ему, чтобы логика заглушила ваш собственный звук. Логические привычные ограничения, чтобы не закрыли этот звук в вас. Побудьте в этом состоянии как можно дольше. Верните снова и снова себя сюда, в это прохождение звука в вас. И постарайтесь быть в этом. Дыхание должно утвердиться, звук дыхания, сознание должны быть едины. Осознанное дыхание. Что поможет вам удержать это состояние? Это я дышу осознанно. Дышу, звучу, дышу, звучу, един с планетой. Вот таким звуком в вас вы сможете это удержать. Звук усилится и станет вами. Не ищите каких-то доказательств, ибо нарушите все, что было вам сказано. Эта величайшая мудрость открыта для наивысшего блага тем, кто выбрал путь перехода. Для наивысшего блага, для того, чтобы планета поднялась. Помните всегда, это даст свободу многомиллионным тем световым существам, которые находятся на вашей планете. Это очень, очень ответственно. Поймите навсегда, что божественная ответственность там на уровнях Творца – это чистая свобода. Это полное освобождение от всего нагроможденного, деструктивного влияния. Чувствуйте легкие, чувствуйте все сейчас. И все это так и есть. И если не чувствуете, просто утверждайте, добавляйте, усиливайте. Будьте настойчивы, будьте решительны, и это произойдет. Верьте в себя, как мы верим в вас. Мы были с вами в свете. До встречи! Сила свободы. Курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас, внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь. Решительности всем.
И делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Курс «Дельфины». Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии, гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции, первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.